you go crazy. Друзья, всех приветствую! Сегодня в этом обзоре мы с вами рассмотрим новые квадбридные внутриканальные наушники от компании SIMGOD стоимостью $220. И приходят эти наушники в небольшой по габаритам коробке с приятным минималистичным оформлением, где на лицевой части здесь имеется изображение внутренностей этих наушников, присутствует логотип компании, указано название модели этих наушников SuperMix 5 и конфигурация используемых излучателей. Ну а здесь находится адрес производителя и присутствуют различные сертификаты и штрих-код для проверки оригинальности этого продукта. Ну а здесь сзади уже указаны технические характеристики этих наушников. И за звук в этих наушниках отвечает один динамический драйвер, два арматурных излучателя, один микропланарный излучатель и один драйвер костной проводимости. Ну а чувствительность составляет 120 дБ, что довольно немало, и они получили довольно низкое сопротивление 19 Ом. И на раскачку эти наушники довольно легкие. Ну а теперь давайте рассмотрим комплектацию этих наушников более подробно. Наушники. Кабель с коннекторами 2-пин и модульной системой штекеров. И сюда вы можете поставить как балансный штекер на 4,4 мм джек, так и обычный штекер на 3,5 мм. Небольшой фирменный кейс для хранения наушников. Два набора силиконовых амбушюр, инструкция по использованию наушников, ну и сертификат качества. Эти наушники довольно крупные и имеют очень брутальный и строгий внешний вид с использованием металла для лицевых панелей, дополненных крупным логотипом и небольшим акустическим отверстием. А внутренняя часть у них здесь была выполнена уже из темной смолы, а здесь у них располагается стандартный разъем 2-пин для подключения кабеля. А рядом здесь указано название модели этих наушников, конфигурация используемых излучателей, а также присутствует маркировка каналов. Ну а звуковод у них имеет длину около 5 мм, диаметр 6 мм, и он получил выделенный бортик для уже более надежной фиксации амбушюр и, конечно, был защищен металлической сеточкой. Ну а сидят эти наушники в моих ушах реально хорошо, и никаких проблем при их использовании у меня не было. Они обеспечивают как очень глубокую и сверхплотную посадку, так еще и обладают хорошей звукоизоляцией. Да и к тому же комплектный модульный кабель мне очень понравился как в удобстве, так и в плане качества звучания. И лично я его не стал менять и прослушивал эти наушники именно с ним, так как со своей функцией, как по мне, он справляется на отлично. К тому же амбушюры из комплекта тоже идут сразу хорошего качества. Ну а приобрести квадбридные наушники SIMGOD SuperMix 5 вы сможете прямо сейчас в официальном магазине компании Linsol на AliExpress, либо на их официальном сайте linsol.com. Ну а все необходимые ссылки на покупку этих наушников, как всегда, будут в описании и в закрепленном комментарии под этим видео. Ну а вот так выглядит график частотной характеристики квадбридных наушников SIMGOD SuperMix 5. Эти наушники имеют усиление низких частот на 8 дБ, слегка ранним и плавным переходом в область нижней середины и последующим аккуратным переходом к области верхней середины, где усиление этого диапазона будет выполнено прям четко на уровне моего таргета, что несомненно меня очень радует, и эти наушники меня при прослушивании не утомляют, да и высокие частоты тут довольно хороши и плавно затухают после 13 кГц, что конечно не является каким-то рекордом, но тем не менее, поверьте мне, на слух их тут более чем достаточно. Но вот в сравнении с SIMGOD SuperMix 4, как видите, новая модель получила меньшее усиление низких частот, менее энергичную область верхней середины, за что от меня сразу плюс, а также слегка приглаженные дальние высокие частоты, что, конечно, делает SuperMix 5 более интересным вариантом, особенно если SuperMix 4 вас утомляли при длительном прослушивании, а такое, конечно, вполне могло быть. Поэтому SIMGOD здесь приняли решение переработать тюнинг, да и саму конфигурацию используемых излучателей в этих наушниках. Ну а теперь давайте обсудим звучание SIMGOD SuperMix 5 более подробно. Низкие частоты в наушниках SIMGOD SuperMix 5 получились умеренными и зрелыми, и это ощущение приходит очень быстро, буквально с первых секунд их прослушивания, когда ты понимаешь, что здесь не пытаются брать каким-то количеством или безумным давлением, а делают ставку в первую очередь на баланс, аккуратность и контроль. Это точно не басхедная подача
подача, не раздутый низ, а максимально выверенный фундамент, который спокойно и уверенно держит всю подачу, не перетягивая все внимание на себя. Саба здесь остается аккуратным, сдержанным, не доминирует, не давит, а создает ощущение глубины и опоры, в то время как мидбас уже подается собрано и контролируемо, без излишнего какого-то раздутого объема, но с хорошей читаемостью и точной передачей ударных и басовых партий, благодаря чему низ ощущается более цельным и структурированным, а удар сам по себе подается упруго и панчово. Он возникает быстро, формируется ясно и сразу же начинает аккуратно затухать, не оставляя каких-то лишних вот этих неприятных затяжных хвостов и не заходя в средние частоты, за счет чего звучание сохраняет ощущение чистоты и более лучшей ритмической собранности, а музыка воспринимается уже более динамичной, живой и хорошо организованной. При этом такой низ не кажется каким-то сухим или отстраненным по восприятию, поскольку в его подаче присутствует вот эта легкая, теплая текстура, добавляющая телесности и естественности звучанию, а небольшое физическое ощущение, которое мягко дает о себе знать благодаря костному драйверу, ощущается не как явная вибрация или давление, а как такой тонкий, едва уловимый отклик, который просто усиливает чувство присутствия и вовлеченности, делая бас одновременно живым, теплым и более контролируемым. И в итоге низкие частоты в наушниках Simgod SuperMix 5 получились зрелыми и сбалансированными, без каких-то крайностей и перегруза, но с хорошей динамикой, контролем и живым панчем, создающим ощущение цельного уверенного фундамента, на котором все звучание строится спокойно, естественно и более музыкально. Ну а средние частоты в Simgod SuperMix 5 подаются достаточно энергично и заметно подчеркнуто, за счет чего они сразу ощущаются насыщенными и эмоционально наполненными, без малейшей какой-то пустоты или отстраненности. Вокалы и основные инструменты находятся реально близко к слушателю, звучат уверенно, телесно и живо. При этом подача середины остается всегда теплой и довольно плотной, с хорошей массой и насыщенностью, а благодаря отсутствию какой-то резкости или излишнего давления на средней громкости эти наушники совершенно не утомляют, а наоборот располагают вас к чуть более такому спокойному и расслабленному погружению в музыку, поскольку середина звучит легко и комфортно, но при этом остается эмоционально очень насыщенной, за счет чего ударные, клавишные и струнные партии чувствуются отчетливо, каждая деталь слышна и подается с характерной живостью и динамикой. Но вот единственное, что как по мне, вокалу и инструментам, на мой вкус, немного все же не хватает прозрачности и воздуха, то есть он остается плотным и теплым, но порой теряется вот это ощущение воздушности верхних обертонов, которые делают голос особенно ясным и более аналитичным. Да, это, конечно, ребята, не столь критично и не портит общее впечатление от прослушивания этих наушников, но делает подачу середины более мягкой и слегка сглаженной по сравнению с более техничными наушниками, где середина может быть более прозрачной и воздушной. Ну и в итоге я пришел к тому, что средние частоты в Simgod SuperMix 5 звучат насыщенно, тепло и уверенно, с плотной, но комфортной энергетикой, делая вокалы и инструменты живыми и приятными для длительного прослушивания. Но высокие частоты в Simgod SuperMix 5 подаются тоже слегка мягко, приглаженно, они не слишком техничные, не яркие, не светлые, но при этом они не темные, они не утомляют слух и звучат в целом-то очень комфортно и естественно, с теплым и именно зрелым характером и ощущением умеренной ясности, которая плавно вписывается в общую картину звучания и гармонично сочетается уже с низкими и средними частотами. При этом высокие частоты здесь в целом звучат разборчиво, но просто без вот этой излишней аналитичности, как у более светлых моделей, за счет чего тарелки, перкуссия и верхние обертона инструментов передаются здесь детально, чтобы сохранить чистоту композиции, но при этом никогда они не доминируют и не создают вот этой неприятной усталости даже при длительном прослушивании. И благодаря этому музыка ощущается в них очень спокойной и плавной, а каждый инструмент на верхнем регистре остается различимым и естественным, не раздражая слух и не нарушая вот эту целостность звучания этой модели. Но безусловно, друзья, если бы высокие частоты здесь были чуть техничнее и прозрачнее, это добавило бы ощущение легкости и воздуха, как было у SuperMix 4, но там и в целом подача была более яркая и энергичная. Но даже вот в таком нынешнем виде здесь они работают, как по мне, отлично, поскольку такая приглаженность
слаженная подача добавляет звуку зрелости и тепла, делая прослушивание уже более комфортным и спокойным, а композиции остаются по-прежнему цельными и естественными, без такого эффекта, что что-то там выбивается из общей картины. И в итоге высокие частоты в SimGod SuperMix 5 воспринимаются комфортными, теплыми и мягко разборчивыми, с умеренной ясностью и легкой добавочной детализацией, которая позволяет вам слушать музыку долго и с удовольствием, не ощущая какой-то усталости, но при этом создавая ощущение цельного, живого и естественного звучания. Ну а звуковая сцена в SimGod SuperMix 5 получилась умеренно широкой, с хорошей глубиной и с ощущением пространства, которое достаточно свободно, но при этом не теряет концентрации на деталях композиции, позволяя вам ощущать расположение инструментов и вокала в более трехмерном пространстве, где каждый элемент занимает свое место. Но безусловно, друзья, я должен отметить, что эта сцена не стремится быть какой-то чрезмерно широкой или гипервоздушной, но при этом она создает такое приятное ощущение пространства, где инструменты и голос не сливаются в одно целое, а остаются раздельными и четко различимыми, что делает восприятие композиции комфортным и легким, а общая атмосфера подачи ощущается естественной и более увлекающей. Да так, что композиции звучат органично, а все элементы, как низ, середина и верх, гармонично между собой как бы сочетаются, создавая более цельное и понятное звуковое полотно. И благодаря такой подаче каждый инструмент воспринимается прям будто на своем месте. Ударные чувствуются в глубине сцены, струнные и клавишные располагаются чуть ближе к слушателю, а вокал остается читаемым и разборчивым ровно по центру, что усиливает явный эффект его присутствия. При этом сцена не перегружена деталями, и все звучит в целом спокойно и ровно, без вот этого неприятного ощущения хаоса или излишней плотности. И в итоге звуковая сцена в SimGod SuperMix 5 воспринимается как умеренно широкая, достаточно свободная и глубокая, с приятной атмосферой и хорошей читаемостью инструментов и вокала, позволяя вам наслаждаться музыкой спокойно, комфортно и с полным погружением в композицию. Ну а вывод у меня получился таков: SimGod SuperMix 5 это очень интересные новые квадридные внутриканальные наушники с более зрелым, теплым и комфортным звучанием в сравнении с SimGod SuperMix 4, где каждый диапазон здесь ощущается более сбалансированным и гармоничным. Их подача умеренная, без какой-то резкости и резких перегибов, что позволяет вам слушать музыку в них долго и без усталости, наслаждаясь деталями, хорошей читаемостью инструментов и естественной атмосферой. В общем, это именно те наушники, что создают цельное и живое звучание, в котором просто приятно растворяться, слушая как энергичный и драйвовый металл, так и что-то более спокойное и атмосферное. Ну а ссылка на покупку этих наушников, как всегда, будет в описании и в закрепленном комментарии под этим видео. С вами был IC Genius, спасибо всем за просмотр, всем удачи и пока.